Всем известно, что покупка криптовалюты, торговля ей – это высокорисковые инвестиции. И сегодня хочу продемонстрировать метрику, которая показывает, что аппетит к риску, появившийся совсем недавно на рынке, по-прежнему присутствует. Посмотрим подробно, как это отрабатывало на истории, чего можно ждать в будущем ближайшем. И кроме этого, конечно же, посмотрим графики и парочку интересных новостей. Данную метрику предоставил Goldman Sachs. Ее мы будем сравнивать с движением биткоина с 2010-2011 годов. Важно здесь фиксировать момент, когда индикатор, вот этот синий индикатор аппетита к риску, к рисковым активам, пересекает отметку нуля и становится положительным. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. История биткоина у нас есть с 2010 года, поэтому давайте и смотреть с 2010. Вот здесь было пересечение снизу вверх, и это примерно конец 2010 года. Как вел себя биткоин в это время? Это был самый старт перед булраном, ноябрь-декабрь 2010 года. После этого мы увидели хороший рост. Далее смотрим, после снижения следующий выход снизу вверх, хоть и ненадолго, был у нас примерно в начале 2012 года. И здесь у нас аппетит появился совсем на непродолжительное время. Начало 2012 года, что здесь происходило? Вот этот небольшой рост как раз-таки и был на показателях того индикатора. Далее большое пересечение уже произошло во второй половине 2012 года. Что произошло во второй половине 2012 года, я думаю, вы уже успели заметить. Здесь у нас как раз-таки был старт следующего булрана. Следующий выход и пересечение нулевой отметки снизу вверх произошло в первой половине 2015 года, также на небольшое количество дней. Первая половина 2015 года, находим ее на истории биткоина, и это как раз промежуток после формирования дна. Первый, так сказать, отскок. Затем в первой половине 2016 года уже произошел серьезный пробой и большой рост к рисковым активам. И вот она первая половина 2016 года на графике биткоина, как раз таки перед самым стартом следующего булрана. Небольшой, но уже значимый отскок также произошел в конце 2019 года. Я имею в виду пересечение выше нуля данного индикатора. Смотрим, где у нас конец 2019 года. Это рост перед коронадампом, но также неплохое движение наверх. Более значительное пересечение и на сегодняшний день максимальное, больше значений не было. Ноль мы пересекали в этом случае в конце 2020, где у нас конец 2020, также перед стартом следующего булрана. На сегодняшний день последнего. Сейчас мы видим также отскоки. Вот предыдущий маленький был у нас в начале 2022 года. Что это у нас было на графике? Это вот этот отскок, который подарил рост почти в 40%, и после этого больших отскоков не было. Однако мы видим, что в конце 2022 года аппетит к риску также пересек нулевую индикаторную линию и по-прежнему находится наверху, не улетев вниз. Давайте посмотрим конец 2022 года. На сегодняшний день это дно рынка. Я думаю, что мы не перед самым стартом бычьего ралли, но данный отскок вполне может стать таким промежуточным, какой был на промежутке перед коронадампом, какой был и в прошлый раз после формирования дна. Думаю, в этот раз что-то подобное. Желание вкладываться в рисковые активы по-прежнему находится достаточно на высоком уровне, и это с учетом всей финансовой ситуации, которая происходит на глобальном рынке. К тому же позитивные новости выходят одна за другой, и в основном они связаны с Китаем и Гонконгом. В прошлом видео я озвучивал две новости, сегодня вышла еще одна. Гонконг включил в шорт-лист криптотокены для розничной торговли. То есть они будут определять, какие конкретные токены будут разрешены к торговле в Гонконге. И тем самым
китайцы также смогут торговать ими. В данной статье не указано, какими токенами можно будет торговать, но если следить за этой темой и мониторить, что же они все-таки огласят, я думаю, памп будет отличный у этих монет. На картинке здесь, конечно, и Dash, и Monero, биткоин, но я думаю, это просто стоковая какая-то картинка. Она не имеет отношения к тем монетам, которые будут легализованы к торговле в Гонконге, а значит и в Китае. Также появилась новость о Твиттере, что они внедряют к себе систему монет, coins, но однако никаких пока свидетельств о том, что будет использована криптовалюта, нет. Как и не было опровержений того, что ее там не будет. Члены сообщества Dogecoin, конечно же, думали, что именно собачья монета будет в Твиттере Илона Маска, но пока этого не произошло. А вообще в Твиттере планируется использование секретного цифрового актива платформы, находящегося в стадии разработки. Им можно будет награждать других пользователей за все что угодно. Такое своеобразное спасибо внутри Твиттера. По просочившимся изображениям можно здесь наблюдать, что будут различные награды, взорванный мозг, браво, супер лайк, и они могут быть отправлены создателям контента на платформе по цене, выраженной в монетах Twitter. Возможно, придумают и какую-то свою монету Twitter Coin, но не факт, что она будет торговаться на криптоплощадках. Однако, если не будет официальной такой монеты, то тут же появятся фейковые, которые также будут пампиться. Торговать ими или нет, дело, конечно, каждого, но я туда и копейки не кину, если она не будет официальной. Что касается графиков биткоина, эфириума и других альткоинов, больших изменений здесь не произошло касательно структуры, но давайте освежим, раз уж записываю видео. Здесь по-прежнему структура не сломлена. Вполне вероятно, мы находимся в волне С волны Б, которая будет предвестником завершающей волны С волны 2 старшего порядка. Для наглядности здесь все показано, поэтому на словах, может быть, звучит все запутанно, но по факту, вероятнее всего, ожидается снижение, после чего старт в более масштабной волне 3. Это если моя структура валидна. Пока она не нарушена. Здесь все идет по-прежнему по прогнозу. Если же смотреть эфириум, здесь все на грани, здесь структура аналогичная, также завершение волны B, и структура может быть сломлена, если мы пробьем здесь пик предполагаемой волны 1, вот этой желтой. Это у нас уровень 1353. Находимся уже прям вот близко, но слома по-прежнему нет. При этом на 4 часах есть небольшая дивергенция на снижение. Давайте еще посмотрим ТВТ, Trust Wallet Token, что у нас здесь происходит на дневке. Мы оттолкнулись от скользящей средней 200 и направились в восходящем движении наверх. Это у нас была зона оптимальная для коррекции. Мы ее пробили. Не смогла она удержать падение, но входить все-таки я всегда стараюсь на развороте. И сейчас что-то наклевывается такое, которое очень похоже на этот разворот. Данное восходящее движение похоже на незавершенный импульс. Вполне вероятно, у нас здесь может быть еще один заброс наверх и снижение вот в эту область. Почему я пришел к такому выводу по монете Trust Wallet Token? Последнее вот это движение похоже на сужение, похоже на треугольник. Треугольники у нас бывают в предпоследней волне структуры старшего порядка. Это значит, что здесь повышается вероятность того, что пробитие будет наверх в рамках последней вот здесь волны перед коррекцией. И коррекция в таких случаях приходит чаще всего вот в эту проторговку, в область волны 4 структуры младшего порядка. Посмотрим, так ли это будет. Рисуночек оставлю. А на этом все. Подписывайтесь на канал, на телегу. Регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли. Счастливо.